Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры GTA 4. Сегодня я расскажу про Роман Беллик. Роман Беллик, протагонист игры GTA 4, где является старшим двоюродным братом, кузеном главного героя. Также Роман — второстепенный персонаж в DLC The Lost and Damned и балладу Гей и Тони. Роман Беллик родился в Югославии. Он и его двоюродный брат Нико выросли вместе, поскольку их отцы были братьями, и они жили рядом друг с другом. Ник утверждает, что в основном мать Романа растила их обоих. Когда началась война, она использовала все сэкономленные деньги, чтобы отправить Романа в Соединенные Штаты Америки. Она также хотела отправить Ника в США, но он остался сражаться на войне. В разговоре с Кейтом Маккрири Ника говорит, что обнаружил мать Романа, изнасилованную и убитую, хотя Нико сказал Роману, что она погибла при пожаре в доме. В разговорах между Нико, Романом и другими персонажами выясняется, что отцы Нико и Романа были алкоголиками, хулиганами, избивая... Страницу Нико Беллика можно увидеть на ноутбуке Джимми Десанта в GTA 5. Рядом с ним можно увидеть несколько его друзей: Брюси Кубица, Малько Джейкоба и Романа Беллика. Это означает, что Роман все еще жив, а финальная миссия является каноном, последовательно Роман Беллик жив, а Кейт Маккрири к концу GTA 4 уже мертва. Предполагается, что компания была основана Джейм Норрисом где-то между 2009 и 2013 годами. По состоянию на 2014 год Роману 37 лет. Он всего на год старше Ника. Предполагается, что у них с Мэлори теперь есть сын, которому будет 5 лет. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Роман в основном, по-видимому, больше беспокоится о деньгах. Возможно, он хочет процветать больше, чем любой другой персонаж, что привело к его плохой репутации в городе за пристрастие к азартным играм, в которых он постепенно играет. Несмотря на свою любовь к деньгам и его проблемы, он очень заботится о своих друзьях и семье, и его иногда раздражает принадлежность Нико к организационной преступности. Из-за всех персонажей в игре Роман, по-видимому, не заинтересован в организованной преступности, а лишь хочет зарабатывать деньги и жить американской мечтой. Роман понимает, что Ника не в состоянии найти постоянную работу и не беспокоится о его криминальной жизни, но вместо этого говоря ему быть осторожным, так как за некоторые преступления, вымогательство, вооруженное ограбление, угон автомобиля, убийство, доставки наркотиков и так далее, Ника может получить очень долгий, если не смертельный приговор в тюрьме. Роман водит такси, которое называется «Такси Романа», из своего таксопарка, который является модифицированной версией эсперанто. После получения убежища в Восточном Мидл-парке они заменяются и не могут быть возвращены снова. Если игрок выбирает концовку «Месть» и встречается с Романом, Нико может вспомнить смерть Кейт. Роман скажет Нико, что тот прекратил печалиться и начал наслаждаться жизнью. Если игрок выберет концовку «Месть» и довезет его до стрип-клуба во время употребления напитков, Роман скажет: «Я бы запечатлел бы ими, если бы не встретился Мэлори». Это означает, что Роман до сих пор смотрит на других женщин, но остается верным Мэлори. Если игрок выбирает концовку «Сделка», контакт Романа остается на телефоне Нико после получения звонка от Кейт.
Он регулярно ходит в ночной клуб с Брюси Кубицом, и что можно заметить в балладах Геи Тони, танцуя в клубе, от короткую беседу с Луисом Лопесом. Роман подзабыл родной язык во время своего 10-летнего пребывания в Америке. Это можно увидеть в «Братья Беллик», когда Нико встречает его на сербском, а Роман не понимает его, отвечает «что?» и случайно говорит чего? Он также упоминает об этом сам, говоря, что немного подзабыл родной язык. Любимые радиостанции Романа — это Т-Вайбер 98,8 и Владивосток ФМ. На первую он будет позитивно реагировать, если игрок включит ее, а вторую он слушает, когда приезжает за Нику. В самом начале «Братья Белика», и также эта станция по умолчанию выставлена в его такси. Роман — один из двух персонажей, взаимодействующих с тремя протагонистами. Второй — Исаак Рот. Он помогает Нику на протяжении всей игры, оказывается похищение Джонни и кратко знакомится с Луисом. Как и большинство персонажей в игре, Роман носит уникальный шлем при езде на мотоцикле с Нико. Его шлем украшен белый цвет и имеет две горизонтальные зеленые полосы вокруг зоны виска. После миссии «Это твой телефон» автоответчик Романа будет говорить: «Леди, это Роман Белик, но я думаю, вы уже знаете, кто я. Оставьте сообщение». Несмотря на то, что автоответчик Мэллори позже изменится и будет отсылать на нее, отношение автоответчик Романа не изменится. Когда Роман возвращается домой с дружеской встречи, если игрок припарковывает машину на маркер, пассажирская дверь заблокируется. Роман ударит Нику и скажет что-то вроде «Эй, это мое», и пересядет на водительское сиденье на несколько моментов, прежде чем выйти из машины, как обычно, исчезнет. Если во время дружеской встречи игрок поднимется с Романом на вертолете, последний скажет: «Нико, ты действительно поднялся по карьерной лестнице. Пойдем». Симпатия Романа находится уже на 50% в миссии «Братья Беллик». В книге «Рекорды Гиннесса» 2012 игровыми изданиями ошибочно указано, что Роман является братом Нико. Один из скрытых подводных люков в GTA 5 производит серию сигналов Морзе. Сообщения gtaforce.com перевели их, и получилась такая фраза: «Эй, ты никогда не звонишь. Мы идем в боулинг», что является явной отсылкой на мем про боулинг из GTA 4. Во время одной из поездок на такси Франклин перевозит человека вниз к докам, чтобы справиться с байкерами. Они будут находиться рядом с двумя автомобилями с уникальными номерными знаками, один из которых читается как Роман Б, а в другой Нико Беллик. Роман так или иначе появляется в каждой игре вселенной HD. В GTA 4 он является девятоантагонистом для своего кузена Нико Беллика. В балладе о Гее Тони он был похищен... В The Lost Demon он был похищен Джонни Клебицем. В балладе о Гее Тони он контактирует с Луисом Лопесом в ночной клуб. А в GTA Chinatown Wars можно увидеть его таксопарк. И в GTA 5 игрок может увидеть его учетную запись на ноутбуке Джимми, а также может услышать о его таксопарке на странице Тавела Клинтона. Роман — один из трех девятоантагонистов, которым приходится родственниками главным героям. Остальные — Шон Джонсон и Лэнс Вэнс. Роман — единственный из них, который не приходится протагонисту братом. Он не является его кузеном. Голос актера, озвучивающего Романа, можно услышать в Сант-Роуф 2 в качестве диктора в радиорекламе лодочного салона. Там его зовут Влад, и он говорит, что с тем же акцентом, что и у Романа. Кстати, Влад — это имя первого антагониста в игре. В игре Tom Clancy's Division можно найти фиолетовый шар для боулинга с надписью. На нем может являться отсылка на мем про боулинг из GTA 4. Ника может звонить Роману в определенный момент повествования, чтобы узнать его мнение о работе Нико. После того, как его отношения с Романом станут достаточно близкими, Нико может позвонить Роману и попросить его бесплатно вызвать такси в любую точку города.
Судя по всему, Роман курит. Если вы организовываете мероприятие для друзей, то перед тем, как забрать его, иногда может застать его за одной-двумя затяжками. Неизвестно, запрограммирован ли он в игре на курение или нет по поведению пешехода, но последнее более вероятно. Имя Роман существует в русском, польском, белорусском и украинском языках. Оно редко встречается в боснийском, хорватском, черногорском и сербском языках. Его рост около 6 футов 0 дюймов, 183 сантиметра, и вес 265 фунтов, 120 килограмм. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Прямо сейчас на Boosty активны зимние скидки. Вы сможете увидеть фейлы, моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛС ВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. На этом история про Роман Беллик из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, как это видите прямо сейчас на ваших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Fake Maker.